На первые эти часы у меня был обзор год назад. Эти часы с двумя процессорами для различного типа использования. Есть поддержка NFC, большой набор режимов тренировки, полноценный мониторинг вашего здоровья, быстрая зарядка Watch VOOC, встроенный GPS, возможность отвечать на вызовы, а также их совершать. Ответ на сообщения с заготовками, также можно вручную печатать текст и отправлять смайлики. Водонепроницаемость 5 атмосфер, привлекательный дизайн, качественные материалы, но все ли так хорошо с китайской версией часов Oppo Watch 2? Сейчас расскажу. Всем привет, вы на канале Пользы.нет, меня зовут Саня, здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. Напоминаю, что в описании есть перечень розыгрышей. Сегодня я расскажу вам о часах, которые вы очень долго ждали. Это Oppo Watch второй версии. Разумеется, я брал максимально дошманскую версию. У меня примерно так же валяются на Авито выставленные за 15 тысяч мейзовские часы, которые стоили 26. Я думаю, эти будут примерно так же висеть много-много месяцев. Что я хочу сказать? Мне интересен данный девайс. Я думаю, он многим интересен. На 42 миллиметра, еще раз повторяю, что это минимальная комплектация. Коробочка довольно большая, радует. И пытаемся вскрыть это дело. Вскрыли. А вот внешка, сейчас будем разбираться, радует или нет. Так, ремешок. Качество из разряда «я купил вас за 6 тысяч». Скорее всего, две физические кнопки, магнитная зарядка, скорее всего, с контактами будет. Площадка с контактами, но здесь хотя бы Type-C. Кабель, разумеется, Type-C-шный. Вряд ли здесь будут запасные какие-то ремешки. Здесь у нас много макулатуры, в которой нам нужен только одно. Это QR-код. Есть инструкция, как все это дело заряжать. Я думаю, особо мозг не нужен. Ремешки быстросъемные через кнопку снимаются довольно просто. Крепление довольно интересное. И мне кажется, что я их уже где-то такие видел, но мне нравится. Толщина почти 13 мм, ширина 37, высота 42. Смотрим. Розыгрыши море. Читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянно это, разумеется, 5 Mi Band 6 серии. Я разыгрываю ежемесячно за лайк, подписку и комментарий к любому видео. 30 числа розыгрыш. Остальные розыгрыши и их описание, разумеется, в описании к ролику. Подписывайтесь с колоколом, а сегодня я расскажу вам об умных часах Oppo Watch 2. Но перед началом уточним. Есть версия на 42 мм Wi-Fi и на 42 мм Wi-Fi плюс LTE. Ну, это, разумеется, сотовая связь. А также есть на 46 мм, но только в комплектации Wi-Fi плюс LTE. У меня самая скромная версия на 42 мм с Wi-Fi, так как смысла брать версию с LTE в России нет. eSIM у Oppo Watch 2 китайских в Российской Федерации не работает на данный момент и не думаю, что будет работать. Интерфейс только на китайском и английском языке. Итак, на выбор нам предоставили несколько расцветок, а одна из них считается лимитированной. Дизайн заточен под японскую мангу «Детектив Конан», но это для фанатов. Помимо этого есть черный, который у меня на руках, и если источники не врут, есть еще и розовый и голубой, но в продаже на Алишке я их не видел. Дизайн приятный, но качество материала в цене по мне не соответствует, лично по моему субъективному мнению. Корпус из алюминия и передние части стекла. Вес с ремешком 46 граммов. Ремешок изготовлен из вторуглерода 20-миллиметровый, быстросъемный, и отстегнуть его от корпуса легче простого. По качеству немного топорненький, правда. Но при носке дискомфорта не доставляют, и надеваются часы, как и снимаются, крайне удобно. Смотрится отлично как на мужской, так и на женской руке. На корпусе самих часов мы имеем динамик, 4 контакта для зарядки, датчик измерения сердечных сокращений, на борту также датчик SPO2, акселерометр, гироскоп, компас и барометр. Далее микрофон и две функциональные кнопки с небольшим люфтом. Верхняя кнопка отвечает за возврат на главный экран и переход в меню. Нижняя кнопка имеет функцию включения-выключения часов. Далее коротким нажатием переход к последним открытым приложениям, что говорит о том, что часы многозадачные. Если нажать 2 раза, то откроется бумажник, который нам также не интересен, так как он заточен под Китай. Но за что же большой плюс карму Oppo? Это за то, что можно переназначить обе кнопки. Летим дальше. С лицевой части нас встречает изогнутый по бокам AMOLED-дисплей на 1,75 дюйма с разрешением 372 на 430 пикселей. И плотность пикселей равна приличной 326 ppi. При ярком освещении яркости лично мне не хватает, даже в автояркости. На борту 5 ступеней яркости, а также есть автояркость, которая отрабатывает свое дело неплохо. И это означает, что датчик освещенности также на борту.
году. Время отключения экрана максимально до 60 секунд, частота обновления 60 Гц. Сама картинка приятна глазу, скроллинг плавный и фризов я не замечал. Также можно установить пароль для разблокировки. Перейдем к начинке. Процессор Qualcomm Snapdragon Wear 4120 с техпроцессором в 12 нанометров. Плюс здесь имеется второй процессор Apollo 4S. Интерфейс ColorOS 2.0 для умных часов. Android 8.1. Далее, оперативной памяти здесь 1 гигабайт и внутренний 8 гигабайт. Bluetooth версии 5.0, что, конечно, PL, ведь это носимое устройство. Но связь с устройством, с которым он находится в паре, держит стабильно и не отваливается без причины. NFC и Bluetooth с функцией автомобильного ключа, к слову. Wi-Fi однополосный на 2,4 ГГц. Наушники подключить можно, так же, как и нагрудный датчик. В моем случае Polar H10. Музыку слушать с часов возможность есть, но только ту, которая находится в стоковых китайских приложениях. И загрузить на часы с телефона музыку у меня лично не получилось. А также можно переключать треки и регулировать громкость музыки, проигрываемой на смартфоне. Возможно, в процессе обновления прошивок возможность скидывать музыку на часы появится, но я не уверен, что это в скором времени. Вибромоторчик не самый плохой, лучше среднего, я бы сказал, и настраивается в 2 режима. Динамик приемлемый, сойдет в основном только для разговоров через часы и будильника. С часов можно набирать номер для звонка, контактная книга также есть, естественно, синхронизированная со смартфоном. Собеседника слышно хорошо, а вот мне приходится подносить часы ближе к источнику звука. Уведомления приходят моментально, есть возможность ответить быстрыми шаблонами, либо надиктовать или нарисовать букву. Клавиатура тоже есть, но неудобная. Вдобавок, смайлики, отправленные из часов, отображаются у собеседника в виде китайских знаков. А вот на часах некоторые смайлики отображаются корректно, а некоторые нет. Голосовой помощник Брена поддерживает только китайский язык, так что либо вы знаете китайский, либо живете в Китае и знаете китайский, тогда вам эти часы нужны. Часы поддерживают более 100 режимов тренировок, среди которых есть водные. Устройство поддерживает постоянный мониторинг сердечного ритма, кислород в крови и стресс. Есть и функция мониторинга сна. Пульс считают корректно, кислород в крови тоже. Что касается списка приложений, Oppo Watch добавил расположение планеток в дополнение к предыдущему формату списка и формату 9 дворцов. Приложений много, в основном китайские. Использовать часы как Bluetooth-кнопку для запуска смартфона камеры на телефоне можно только со смартфонами Oppo или со смартфонами на ColorOS не ниже 11 версии. К слову, кому интересно, чтобы я купил новые хуавейские часы почти за 50 тысяч с возможностью измерения давления, пишем, потому что там только китайская версия, я уверен, что глобалки не будет, но мне самому интересно, если интересно вам, наверное, приобрету. Хотя дорого и, наверное, чуть-чуть бесполезно, но интересно. Сон же Oppo считают как ночной, так и дневной не совсем корректно. В мониторинге сна также будет записываться продолжительность вашего глубокого и легкого сна, фазы так называемые. Кроме того, с точки зрения здоровья существуют практичные функции, такие как напоминание о менструациях для женщин, напоминание о необходимости выпить воды и напоминание о малоподвижном образе жизни. В общем, все как у Mi Band 6, который стоит 2000 рублей. Аккумулятор на 360 мАч, не особо большой, полный цикл зарядки занял у меня 1 час 13 минут. При том, что часы поддерживают быструю зарядку Watch VOOC. В смарт-режиме проживут до 3,5 дней с ежедневными тренировками по 1 часу. За 1 час тренировки съело у меня 8% заряда, в режиме Power Saver до 16 дней они могут жить, притом я в это верю. Oppo Watch 2 имеет с навигацией GPS, GLONASS, Beidou, Galileo для точной записи траектории движения. Карту строит с небольшой погрешностью в точности, опять же среди высоток. Корпус имеет водонепроницаемость 5 атмосфер, я, естественно, их окунул в воду и с ними ничего не произошло. Динамик с микрофоном не повредился. Приложение HeyTap Health доступно как на iOS, так и на Android. В приложении есть 3 главных вкладки, это дом, тренировки и девайс. Во вкладке дом можно посмотреть все результаты мониторинга вашего здоровья. Во вкладке тренировки логично ваши достижения и начать новую тренировку. В последней вкладке мы можем добавить новое устройство и настроить его по своему желанию. Из основного это оставшийся заряд аккумулятора в процентах, магазин с watchface'ами, из которых половина не устанавливается в моем случае, но есть возможность установить фото, а также сделать кастомизированные watchface. И вдобавок можно сгенерировать заставку, к примеру, под цвет вашей одежды. Далее есть магазин приложений и различные настройки. Обновление прилетало, обновлялось все 28 минут, но изменений я лично не заметил. Из минусов практически весь функционал заточен под Китай, недостаточно хороший микрофон, по мне. Мониторинг сна некорректный на данный момент, опять же с данной прошивкой. И нет возможности на данный момент скинуть те же файлы с аудио, какие-нибудь, не знаю, подкасты, либо музыку, чтобы прослушивать все это с Bluetooth наушников, чтобы было крайне удобно. Стоят они на данный момент, версия Wi-Fi в районе $2,500. Если промики, смотрите в моем телеграм-канале по ссылке в прикрепленном комментарии. Не думаю, что кого-то заинтересуют данные часы, но вдруг вы уже видите, что глобалка вышла, там появится в описании тогда ссылка на глобалку, и в глобалке, может быть, будет во многих местах другая история.
история. Резюмирую, часы внешне хороши, материалы по итогу неплохие, но рассматривать их для покупки, чтобы использоваться в России, как минимум нелогично, особенно если вы не знаете китайский язык. Жителям Китая Oppo Watch 2 однозначно будут незаменимыми помощниками в повседневной рутине, особенно если у вас телефоны на Kala OS. Хотя вряд ли вы из Китая меня смотрите. Напишите кто-нибудь, хоть кто-нибудь смотрит меня из Китая. Спасибо за просмотр, ставьте лайк за труды, пишите в комментариях, что еще купить на обзор. Завтра будет Motorola, и потом 2 дня подряд будут новинки от Xiaomi. Как раз к старту продаж. Девайсу китайское да. Добра и удачи вам, дорогие друзья.